Всем привет! Как вы помните, в прошлом видео мы готовили Kinder Joy. И он получился настолько похож, что нам захотелось сделать его еще раз. Только в огромном масштабе. Это будет первый огромный десерт на канале. Итак, огромный Kinder Joy. Поехали! В комментариях под прошлым видео вы возмущались, что я сказал, что игрушка нам не нужна. Поэтому я нашел для вас игрушку, чтобы мог поиграть каждый и ничего за это не платить. Это Total Lockdown. Тут ты расставляешь ловушки, блокируешь проходы, ищешь секретные места и просто кайфуешь от графона. Он летает даже на слабых ПК. Я за один день качнул 10 уровень. Сможете побить мой рекорд? Ссылка в описании, присоединяйтесь. Отправляемся в магазин. Мы купили 2 пачки сливок жирностью в 33%. Нутелла. Ее мы купили очень много пачек. Отправляемся в шоколадный отдел. Нам нужно очень много белого шоколада. Руководствуемся только одним правилом. Набираем побольше, чтобы потом не ходить за несколькими шоколадками, которых не хватило. Кстати, я беру пористый шоколад, так как его легче плавить. Молочного шоколада нужно тоже огромное количество. На этом почти все. Остается купить вафельные коржи и орехи. Можно уже нарезанные. Ну и пару глубоких мисок. Дальше узнаете зачем. Отправляемся на кассу. На все эти продукты мы потратили 5300 гривен. Или 13 тысяч рублей. Также заехали в строительный магазин за пилой. И на почту за вот таким огромным шариком. Начинаем готовить. А начнем мы с молочного шоколада. Нам нужен весь. А это 71 плитка. Берем и открываем. Ломаем на куски и пересыпаем в большую миску, желательно в стеклянную. И повторяем все то же самое с 30 плитками. Больше просто не влезает. Теперь в кастрюлю наливаем воду. Вставляем газовый баллон в конфорку. Врубаем газ и ставим воду на огонь. Как только вода закипит, наверх ставим миску шоколада. И ждем, пока все растопится. В миске опять появилось место, поэтому доламываем оставшийся шоколад. Для того, чтобы процесс проходил быстрее, можно помочь лопаткой, просто перемешивая шоколад. Готово, здесь у нас 7 килограмм шоколада. Теперь самое сложное, нужно сделать из этого шоколада огромное яйцо. Для этого нам нужен шарик, его нужно надуть. Но с таким огромным объемом воздуха легкие просто не справятся. Поэтому возьмем вот такой насос для накачки матрасов. Сначала хотели закрепить шарик с помощью хомута, но изолента оказалась надежнее. Зажимаем ногами насос и накачиваем шарик. Перекручиваем хвостик, чтобы воздух не уходил. И снимаем изоленту. Теперь нужен кулинарный шприц. Откручиваем поршень и носик. На одну из сторон надеваем шарик. Вставляем воронку и начинаем переливать шоколад. Дальше возвращаем поршень, откручиваем шарик и давим на шприц. Оно, конечно, работает, но долго. Поэтому приделали рукав для запекания и начали выдавливать через него. Между каждой порцией шоколада проворачиваем шарик. Для того, чтобы все равномерно разошлось. В общем, система выглядит стрёмно, но работает. Когда весь шоколад уже внутри, перематываем выход шарика и убираем шприц. Сам шарик нужно охладить, поэтому переносим его на улицу и поливаем со шланга. Это единственный вариант, так как в холодильнике в ванну он просто не влез. Мы закрепили шланг, пусть он поливает. А пока приготовим вкуснейший белый крем. Для этого нам нужно очень много белого шоколада и сливки. Тоже распечатываем и наламываем его в миску. В этот раз шоколада гораздо больше, поэтому возьмем 2 миски. Опять ставим на паровую баню. Сливки открываем и выливаем. Хотя лучше добавить их не на этом этапе, а в конце, когда шоколад уже будет растоплен. Большая часть миски освободилась, поэтому добавляем еще. И спустя 7 минут получаем вот такой крем. Пока он жидкий, поэтому убираем его в морозилку. Пока крем охлаждается, возвращаемся к яйцу. Одеваем перчатки, чтобы от прикосновения рук шоколад не таял. Заносим шар обратно в кухню и протираем от воды. Размечаем место разреза малярным скотчем. Берем ножовку и распиливаем шоколад. Снимаем верхнюю половину и получаем вторую просто красивейшую половину яйца. Убираем остатки шарика. Края начали заваливаться внутрь, поэтому нам пришлось быстро обрезать их от руки. И яйцо получилось не таким ровным. Берем всю нашу нутеллу. Сразу отложим 2 больших банки, которые пойдут на шарики. Остальные банки открываем. Начинаем перекладывать нутеллу на дно яйца. Разравниваем. Пришло время доставать крем, и консистенция у него то, что нужно. Вязкая и нежная, точно такая же, как в оригинале. Перекладываем весь этот крем поверх нутеллы. И тоже разравниваем.
После приготовления такого количества крема мы, мягко говоря, подустали. А когда я устаю, то отдыхаю в игре Total Lockdown. Напомню, что это бесплатная игра, и она очень быстро качается. Играть очень удобно, даже новичок может занять первое место. Просто на своем компе перейди по секретной ссылке в описании, зарегистрируйте свой аккаунт и играйте одними из первых. Жду вас, я один не справлюсь. Осталось сделать ключевую часть Kinder Joy, а именно хрустящие шарики. И для этого нам нужно две одинаковых миски. Покрываем их пищевой пленкой и смазываем немного маслом. Для шарика нам нужен шоколад, его мы берем со второй половины яйца, которая нам не нужна. Перекладываем его в миску. И на супер медленном огне растапливаем. Уже растопленный шоколад разливаем по мискам. И размазываем лопаткой. Отправляем все это в морозилку минут на 10. Затем еще раз смазываем края молочным шоколадом. Открываем вафельные коржи и ломаем их на куски. Куски должны быть среднего размера. Клеим эти кусочки на еще не застывший шоколад. Открываем нутеллу и оставшееся место заполняем ей. Отправляем в холодильник на 5 минут. После чего соединяем половины. Снимаем пленку с одной половины. Перекладываем на тарелку и снимаем с другой. Сверху смазываем шоколадом. Сверху на оригинальных шариках есть какая-то хрустящая присыпка. Похожего найти в магазине нам не удалось, поэтому берем орехи, открываем и пересыпаем в какао. Перемешиваем, и по цвету получается похоже. На горячий шоколад приклеиваем наши орешки. И шар наконец-то готов. Делаем такой же второй и выкладываем их внутрь яйца. Все, Kinder Joy просто гигантских размеров готов. Весит он 24 килограмма, и как вы думаете, сколько в нем калорий? 120 тысяч. При том, что норма у человека в день это 2-3 тысячи. На самом деле, крем у нашего киндера, как по мне, вообще не отличается от оригинала. А есть его очень просто, отламываем кусок бортика и подцепляем начинку. Если разрезать шар, то внутри мы увидим кучу нутеллы, коржи и шоколад. На полное приготовление ушло чуть больше 20 часов. А если вы хотите, чтобы эта рубрика продолжалась, то просто ставьте лайк. 200 тысяч лайков равно новое видео. Не забываем подписываться на канал и инстаграм. Всем пока! Call my bluff, I'ma be here till the